Всех приветствую, господа табаководы. Хотел показать, как я отволаживаю, или как правильно сказать, увлажняю табак, табачный лист. Лежал он у меня в закромах на чердаке. Мешок обычно мусорный. Набираю туда в него, отодвинусь чуть. И все, не до конца его, увлажняю его с брызгалки, верхушку. Раз подсобрал, чтобы место было свободное у него здесь. И все. Вот так его связал, остается воздух, не поломается ничего. Он потяжелел, был легкий, стал уже набрал. Этому табаку, ребят, года 3 точно. Лежал он у меня на чердаке, ждал своего часа. Не знаю, камера будет передавать, нет. Минимум 2, но, наверное, скорее всего 3. Лежал у меня не нанизанный на нитку, а лежал просто сверху на чердаке. Там у нас керамзит, насыпан утеплитель. И вот прям сверху я его укладывал. Раскидывал, в общем. И было его там несколько слоев. Потихоньку он уходит. Вот он, такой лист. Видно, в жилке нет отверстия. Не вешенный он был. Вот такой вот, увлажнился немножечко. Такой вот красавец. Запах. Запах есть, лист не ферментирован. После выжелчивания я его раскидывал по полу, по крыше, считай. Не по полу, а по крыше. Так как не было места уже, и под шифер нельзя было на балке вешать, уже тяжесть там была сумасшедшая. Не рискнул я больше. И остальное просто раскидывал. Подсыхал, убирал. Это был очень большой урожай. И было много посажено. Пришлось к такому варианту прибегнуть. Так что, ребята, как-то так. Надо его пожелковать и на ферментацию положить. Хотя можно и попробовать, не знаю. Может, он и вкусный уже будет, и на аромат хороший. Но я его немножко увлажнил водичкой с водкой. От водки хуже не будет, если немножко. Есть немножко зеленцой. Оборвать его, да и все. Где-то не выжился хорошо. Это, видать, последние ломки были, ребят. Поэтому так получился. А может и нет, не знаю. В общем, что есть, то есть. Вот такой листок пролежал. Ничего с ним не случилось. Минимум 2 года он точно был там. Запах есть, конечно. Но все равно буду ферментировать. Будем ферментировать его. Сейчас, наверное, клееночку постелю и высыплю. Так, ребята, такая вот кучечка у нас получилась здесь небольшая. Как видим, да, не выжелченный. Убирал, в общем, все, что остатки не помещалось. Зеленкой. Можно ее, конечно, было через баню прогнать. Не знаю. Пока убираем. Возможно, выкину. Возможно, оставлю. Что ее держать? Вот он. Плохое выжелчивание было. Зеленочка осталась. А лист красивенький был. Вот этот. Просто он сейчас мокрый. Вполне себе приятный листочек. Отложить, мусор повыкинуть.
отжилковать. И все. Будет нам счастье на ферментацию его. Ну, вот эти, по-моему, ребята, верхушки были. Самые верхние, да, он не видно немножечко, да. Подзаплесневел, наверное. Или белый налет, или плесень. Да плесень, скорее всего. Но запах у них, конечно, обалденный. Пока откинем. Так что вот. Ну, перышки, конечно, птичьи там попадаются. Это, в принципе, вот этот можно лист оборвать зелень, а эту часть оставить. Лист крупный. Можно так и сделать. Ну или с таким незначительным количеством зеленочки можно просто его в банику. Вот такие листочки. Ну, урожай хороший был, еще раз повторюсь. Да, вот зелень есть, зелень убираем по-любому. И это еще малая часть того, что там осталось. Погода, конечно, никакая. То обычно его ложу на что-нибудь такое. Ну, вот на машину обычно ложу. Нагревается сильно днем мешок. Блин, буквально там 15-20 минут с небольшим количеством воды. Все это, ну, вот видно, красавец. Желтенький. В общем, работа, ребята, непочатый край. Вот листочек тоже неплохой. Да, запах, аромат есть у них хорошенький. Ну, куда вот этот брать зеленью? Что с ним делать? Испортит весь вкус. А лист шикарен, огромный. Представляете, когда он был размеров больших, да? Небольших, я имею в виду, сухим. Тьфу, блин, сухим. Зеленым. Вот кое-какие можно отобрать, а остальные уберем. Ну вот, с этого можно что-то повыбрать еще. Это верха, по-моему, точно верхушки были. Вот. Да, конечно, аромат у них чудесный. Попробовать их отложить отдельно надо. Да. Вот он, блин, и лист такой-то вот. Аромат, конечно, бомбический у него. Ну, плам. Плам убрать на помойку. Так что вот, ребята, как-то так. Вот он. Блин, как Кавендиш становится сам по себе. Вот он такой, как кожаный. Ну и ароматный, да, сказать нечего. Ладно, сейчас приготовлюсь. Попереберу и покажу. Ну что, ребята, закончил я, как сказать, эпопею небольшую с табаком. Вернее, с отходами. Ну, не то, что с отходами, с некондицией. Но это еще можно взять. Хорошо не выкинул. Ну, а что осталось, то это уже можно на помойку повыкинуть. Все, центральную жилку я отделил. Ну, вот этот кусочек еще. Такой бы красавец был бы вообще огонь. Оставим. Больше тут брать нечего. Зеленка, не буду я ее... Как это? Забыл, блин. Кипятить. Не хочется мне с ним мучиться. Есть немножко я приготовил. Вот, посмотрите, такой вот мешочек. Готово. Тут сортов черти сколько. Не знаю, за сколько раз это все пособралось. Ну, НЗ. На НЗ, как сейчас, вот, очень, кстати, очень подошел. Он вовремя. Будет урожай, не будет. А это еще не кондиции у меня. Еще навалом. Вот так немножко можно ободрать. Ну, не то, что не кондиция. Где-то такой лист был, где-то такой был листок. Все пособрал. В чердаке место есть. Ну, сложил.
И все. Ну что с этим брать? Видите, здесь зелень. Зелень, 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 зелень. Где-то не дожелтился, где-то что-то. Ну, в общем, видите, где-то плесень там. Ну, как-то так вот. Сейчас я этот мусор уберу, порежу его. И потом уже резанный поставлю на ферментацию. Надо еще придумать, на чем его поставить. Неохота большой ферментатор заводить. Ну ладно, надо еще этот порезать. Все, иду выкидывать мусор и будем резать. Так, итак, ребята, резать буду вот на такой машинке. Такой-то у меня привод, электродвигатель. Ну, обзор у меня был где-то, не помню, на канале. Башка это, конечно, да, желает лучшего. Вон они все позабиты валы. Гребенкам конец. И конец им уже очень давно. Ну, кто пользуется, тот знает, это чья машинка. Не хочу никого обсирать. Сделана она, конечно, да. Вон они, видно. Не надо говорить, что там ты влажный крутишь, там это. Кручу я табак нормальный. Все приходит с опытом. Короче, ну, уже что есть, то есть. Сейчас ее почищу. И начну резать. Да, хотел, кстати, сказать одну вещь такую. Есть человек, Александр Фролов. Он делает табакорезки, ну там в промышленных и для промышленных масштабов, и такие размеры там, конечно, у них сумасшедшие. И производство, я бы сказал, да, есть чему позавидовать, есть чему посмотреть. Машинки они делают, да, согласен, дороговато. Но, как я считаю, что лучше иногда подкопить, да купить вещь нормальную. Было у меня уже этих лапшерезок и всех, ну, уже сколько их прошло. Но пока осталось это. Ну, а что делать? Вариантов нет никаких, пользуюсь тем, что есть. Так что, кому интересно, я под видео оставлю ссылочку на него. Посмотрите, человек объясняет, адекватный, человек хороший. Как видите, машинки у меня его нет, табакорезки, так что, может быть, если подумали, сказали бы, что я его рекламирую, просто я с ним иногда общаюсь, он и табак выращивает, там еще много у него хобби, увлечений. Но человек адекватный, объяснил все плюсы и минусы, и все преимущества, как бы так. Кому интересно будет, зайдите, посмотрите на его канал. Ссылочка будет в описании под видео. Ну а мы продолжаем чистить. Вернее, не продолжаем, а начинаем. В общем, ребята, так она работает. Ну, по много сюда не получается ложить. Она сразу проседает. Приходится по одному листочку, но все же не руками крутить. Ну, звук это... Фокус сейчас покажу. Хочет кушать. Сейчас листочек найду повлажнее. Все, и звук пропал. Так она работает очень тихо. Ну, двигатель, редуктор. А здесь шестеренки кривые, а по ним видно даже. Самодельные или какие, ну. Вот как начинает голодать, я ему листочек подкидываю. И работает вообще исключительно. Тихо, я имею в виду. Исключительно она, конечно, не работает, но она, вон видно, уже валы подзабились опять. Ну, что есть, то есть. Ну, режет она вот как. Опять проголодалась. Подкормим. Ну, в общем, вот так, ребята.
Продолжаем резать. Резать еще много. Погода, блин, ветер. Не как у нас 1 июня сегодня. День защиты детей. Поздравьте своих сыновей и дочек с праздником. А у нас работа. Все, ладно, продолжаем. Ну что, ребята, подошел процесс нашему завершающему этапу. Получилось вот столечко табака здесь. Не знаю сколько. Больше был в мешке. Все перерезал. Конечно, да, табакорезка ни о чем. Жует и все остальное. Ну ладно, что есть, то есть. И этому, что осталось еще от нее, хоть что-то полезного немножко крутит. И то хорошо. Будем теперь... Буду думать, какую на ферментацию сделать. Не знаю, пока еще не придумал. Но что-то надо куда-то его приспособить, чтобы его отферментировать. Если ничего не придумаю, придется большой ферментатор заводить, деферментировать его. Ну что, в конце видео хотел бы пожелать всем удачи в этом новом году, хорошего урожая, всем своим друзьям и новым, и настоящим большой привет Уралу, Воронежу, за границу, Белоруссию, в России, ну в общем всем, в общем, всем большой привет. На этом видео думаю заканчивать. Как придумаю, куда приспособить его на ферментацию, так обязательно покажу. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки. Кто хочет написать плохой комментарий, лучше не пишите, лучше дис поставьте, да и все. Я буду знать, что это вы. Плохие люди. Все, всем до новых встреч, всем пока.